Всем привет! Начинаем стрим, день 25. Так, продолжаем наше обучение. Создал я тултип для нашего рун, который, скорее всего, сегодня мы вообще не затронем, но так создал. Ну и поменял там на эти объекты все. Все, да не все, но все. Вот. Типа такого, то есть и объект поинтеры вот эти вот поставил везде, пусть будет безопасность. Это важно. Итак, возвращаемся. Давайте по очереди идти. Что нам надо? Нам надо... Вот у нас есть вот этот actor компонент, который у нас add rune и remove rune да, делает. То есть добавление и этот самый. Потом нам нужно сделать еще один метод. Я думаю, мы его сюда засунем. То есть это будет uFunction, uFun action. Подожди, ну это просто uFunction. Только uFunction. Прикол, мне еще уведомление не пришло. Только в реках тебя увидел. Здорово, делай как? Это прикольно, прикольно. Но видишь, в реках зато есть. Это уже хорошо. Здорово, делай, да, вроде пока хорошо. Вроде пока хорошо. У тебя как делай? Так, function void up. Так в реках ты из-за подписки. Ну это понятно, но ты же не всегда там оказываешься. Там, ну, в смысле, канал, на который ты подписан, он не всегда в реках у тебя попадается. Ты можешь подписан на чувака, а там, ну, он тебе вообще не выдает. YouTube, пути Ютуба неисповедимы. Вот. Так, апдейт руне виджет. Я гуд. Вчера сделал так, чтобы импортнутым оружкам присваивался материал и текстура. Вчера сделал так, чтобы импортным оружкам присваивался материал и текстура. Круто. Вот только как клеить сами текстуры правильно. Еще не понял. Они жутко темные выходят. Осветли. Тем более, подожди, Dark Souls, он же темный. Зачем тебе светлые текстуры? Что это такое? Так не подходит. Чё? Вот, replicated using, update rune widget. Вот такую вот вещь мы сделаем. Так это они нам темнее, чем в самой игре. Практически полностью черные. темнее, чем сама. Не, полностью. Это беда тогда. Что-то надо делать с этим. У нас есть update rune widget. Вот этот. Он будет апдейтить виджеты. Тут есть маленький нюанс. Что из-за того, что это array, и мы вообще в душе не гребем, что там вообще поменялось, нам надо будет весь тот виджет постоянно пересобирать. Это интересно. Из библиотеки, хотя они должны быть белые. Слушай, ну это уже проблема какая-то импорта, мне кажется, нет? Подожди, если у тебя белый черный стал, то это уже какие-то проблемы с импортом, если все черным стало. Надо что-то как-то, короче, сделать. Подожди, что-то как-то высоко. Чуть пониже вас. Вот так вот. Подожди, что? Нет, они такие в файлах игры. Непонятно, как шейдеры в DS3 работают. Вот так вот, да. Тогда все, мои полномочия. Да, мои полномочия раньше как бы все, но теперь точно все. Так, update rune widget. А вот и уведомление на Юникорна пришло. Все, я пошел к нему. Все, давай.
Здорово, как дела? Молодец. Здорово. Так, апдейт run виджет. Ну, понятно, что он пока пустой. То есть у нас нет виджетов. Вообще мы должны... Подожди, не, виджеты у нас есть. Вот, как раз-таки мы начинаем сейчас эту всю историю. Обновление виджета. Все у нас есть. Вот наш виджет. Нашел. Глаза надо было пошире просто открыть. Вот он, этот виджет. И по факту мы... Что мы сделаем? Мы возьмем делегат. Пусть виджет подпишется на этот делегат. И как-то вот как-то так вот так вот сделать. А как это так сделать красиво? То есть, а какой у нас путь сейчас к виджету? Это через mainpawn к контроллеру. И у контроллера мы шлепнем этого... Ну, получаем к виджету, и виджет получает к этому. То есть такой вот путь нам надо проделать. А вот... Ну, тут бы по-хорошему, конечно, ивентбас воспользоваться, потому что мне не нравится этот путь. Сильно длинный он. И там делегат создать, который будет принимать в себя вот этот TRA frun info. И вот нам понадобится вынести эту структуру. И там его записать, а здесь просто его стригерить. Потому что что-то путь сильно далекий. Мне не нравится такой путь. А иначе у нас вообще вариантов нет. То есть у нас либо одна сторона будет знать весь путь, либо другая сторона будет знать весь путь. Так как у нас mainhood знаком с этим. А у mainhood вообще не гребет, кто есть кто. Это логично. Кстати, мы даже не создали этот поинтер на него. Надо создать поинтер у mainhood на этого товарища, на вот этот рун. Runes Bar. Этот вот, давайте Runes Bar будет. Runes Bar. Здесь его нет, да? Ну ладно, сейчас найдем. Так, делаем. Runes Bar виджет. Или нет такого? А ну-ка. Тут-туру, привет. Что там уже сделал? А то я пару стримов пропустил. А вот это зря. Вот это очень зря. Сейчас. Да, мы сейчас с виджетами играемся, чтобы руны добавлялись. А так, что у нас тут башенки строятся, как бы виджеты обновляются. Все. Все, виджеты обновляются, все окей. Вот сейчас с рунами работаем. Кстати, можно закрыть. Где тут Runes Bar? А вот он, Runes Bar виджет. А что, его не заметил? В смысле? Очень интересно, ладно. Так, mainhood, Runes Bar виджет. Дублируем, сюда вставляем. Runes Bar. Есть контакт. Доступ у него теперь есть. Ну, блин, вот тут и получается, что у нас тут по пути все, он инициализации эти делает. Тут, кстати, делегит можно передать, чтобы он по ES ничего не знал. ОНС. По принципу, как мы здесь делегат передаем. Точно так же, чтобы не подключать лишнее.
Но это вот единственный момент. То есть, либо мы делаем цепочку, это мы сейчас компонента у нас обращается к мейнпавну, к своему владельцу. Ну, либо владелец достает из него вот этот вот делегат. Ну, лучше владелец, конечно, будет знать теней. Достает из него делегат этот, передает его в контроллер, контроллер передает в мейнхуд, а мейнхуд уже передает его в сам виджет. Ужасный ужас. Ужасный ужас, если честно. Какие варианты есть? Есть вариант с товарищем Ивенбасом, но в прошлый раз мы чуть пробовали, им шляп получилось. Ну, давайте еще раз попробуем. Статик. Потому что есть вероятность, что оно не работает для товарища с сервера, хотя они, по идее, должны быть у каждого свои. Game Instance Subsystem. Потому что Game Instance там-то создан. И, в общем, ну, сейчас попробуем. T-Delegate. Ибо сильно далекий путь мне не нравится. Void. Void. T-Array. 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 F-Run Info. И вот тут привет передается. Тут привет передается. Угу. Ну, понятно, что по ссылке, и понятно, что const. Const. Он update runes. Runes. Он update runes. Он update runes. Update runes. Но тут надо все-таки руну этот создавать. Run info. Создавать этот надо структуру. Потому что нам надо будет ее подключать. Я не хочу, а смысл, если мы компоненту подключаем, в чем смысл был этого всего. Run info, struct run info. Create class. Ничего. Ну, понятно, build field, потому что мы там в этом его не объявили. Его нужно в плюсом файле инициализировать этот статик. Как там эта штука называется? Ну, в общем. Плюс он не знает, что это за структура. Так, это закрыть. Ровно инфо пока сюда. Вот так вот делаем вот так вот. Вот так вот. Опля. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Опля. Run info. Не, подожди, она же в struct идет. Там же полностью, по-моему, надо, да? Structs run info. Generated. Вот. Ну, это само собой. Тут вообще без вопросов. Есть контакт. Info. Или, по-моему, без этого надо. Но я не помню. Сейчас мы глянем. Да, без этого. Все верно. Без папочки сразу к этому доступ. Хорошо. Создали. Сюда подключили.
Чего? Тесса. Рун инфа. Есть здесь все хорошо. Ну это мы... Ну, этому, да, надо знать, что это такое. А подожди, если он по ссылке передается, ему уже можно и сюда его указать, получается, или нет? Или я что-то путаю? Разве нет? Привет. Да, привет. Нужен совет. Ну, давай попробуем. Так, бас, систем. Сюда вот мы его вставляем. Есть вчера актер от первого лица, но без анимации. Хочу прицепить звуки шагов. К чему цеплять, чтобы грамотно было? Первое лица, но без анимации. Анимации в плане того, что тела у него нет, или просто руки летающие. Но я цеплял на таймер. То есть раз в какой-то промежуток времени там был этот. Тела нету. Ну вот я делал таймер с меняющимся этим, как его. Ну, если ты быстро бежишь, то у тебя он быстрее, короче, чаще делает. Если нет, то нет. А там как правильно, без понятия. Я делал так, и оно работало. Так, есть контакт, у нас апдейт Рунес. Апдейт Рунес. Он апдейт Рунес. Ну, давайте попробуем. Значит, что нам надо? Нам надо вот здесь вот. Ну да, это не будет работать у клиента. Или будет работать у клиента. Подожди. Remove. Тебе бы бакенбарды и гля по цилиндрам, и типичный барин времен Пушкина. Бакенбарды. Цилиндр, это, конечно, здорово. Так, бас сюда хочу добавить. Сабсустем. Even бус. Even бас. Бус. Even бас. On update Runes. Executive bound. Но через таймер довольно универсальная штука. Можно всю логику в компонент запихать, через физический материал имба, и использовать где необходимо. Ну да. Ну, то есть ты там можешь проверять же, где ты ходишь. Ты об этом, то, что ты можешь проверять, где ты ходишь, и в зависимости от этого ставить, типа, мол, другие звуки, подставлять, комбинировать их, то есть свою логику. Но у Unreal есть эта логика. Ты и так можешь там задать материалом какой-то там array как-то задается, и каждый этому, короче, добавить. 776 Тирикс ты все-таки начал анрилить. Так. Run in. Runes array. Надо вот так сделать, вот так сделать.
Владислав Прокопев геймдев, вот пытаюсь. Вообще руки все забыли. Оу. 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 Это самое. Твайрк 776 молодец. Владислав Прокопьев. Ты видел в Дискорде там это? Короче, по поводу вчерашнего, то, что Net Multicast можно вызвать из этого. Там ответочка прилетела в виде тестов. Что нельзя вызвать из этого. Как парировать будем? Ну или будешь? Ну, скорее всего, будешь. Потому что я тут как бы, ну, знаток такой, что я напарирую. Так. И нам надо то же самое сделать и сюда. И вот в чем суть. Это для сервера будет апдейты лететь для первого, ну, для игрока, хоста нашего. А вот это апдейт для нашего клиента. Тут очень интересно, как это будет сейчас работать, будет ли вообще работать. Вопрос. Подожди, рунтул тип. Не видел, пускай висит. Кто-то хотел быть правым, пусть будет. Я буду делать исходя из своих знаний. Если тому, кто писал, станет легче, я не прав. Так нет, подождите, что значит легче, не легче? Вот, человек там сделал тесты, он показал, он не просто типа, сейчас я вам поясню, короче, вы там это самое. Вот, он сделал тесты, он показал наглядно, но в блюпринтах, за это осуждаю. Вот, показал тесты, мне интересно, типа, что будет дальше? Ну, то есть, почему вот у него оно не работает, допустим, вот так вот. Я ж не то, что давай срач устраивать. Я не про срачи, я про что-то новое узнать и узнать, почему так. Вот потому что я да, как раз-таки тоже вот про то, что Net Multicast это как раз-таки выполнение у всего. То есть это, ну, это идет вот клиент, сервер, Net Multicast. Вот такая вот у меня в голове иерархия выстроилась, то что там будет... А что именно? Мультикаст запускать чисто на сервере. Ну, мы же как говорили о том, что мультикаст, Net Multicast можно запускать и там, и там. Ну, то есть его клиент может запустить. То есть если клиент закинет Net Multicast, то он разойдется по всем, выполнит его и сервер, и остальные клиенты. А Иван Иванов, по-моему, у него. Ну, в общем, на Ютубе этот, ну, неважно. Короче, вот человек говорил о том, что нет, клиент не может запустить Net Multicast, вот эту вот фигню. Короче. И вот он взял, показал на этом самом, там записал видос, в Discord закинул, о том, что вот он запускает, оно не работает через Net Multicast, а вот через этот работает, типа, вот. Такая штучка, дрючка. Лучше, короче, посмотреть. Скода запустил и не работает. Странно, ну и да ладно. Короче, лучше посмотреть. Но там все на блюпринтах. Я делаю выводы. Это все блюпринты, короче, виноваты. На плюсах бы все работало. Но все же, мне интересно, вот что и почему. Почему так? Почему так и никак иначе?
Так, рунмастер. Подожди, у нас должна быть это, как ее. Вот этот вот F рун. Инфа. Рунис. Сразу сюда его include. Руни инфа. Руни инфа, руни инфа, руни инфа. И вот тут вот, конечно, самое интересное. Чтобы понять, оно вообще работает или нет, я, наверное, сейчас напишу быстренько раздачу каких-нибудь рун. Мне нам просто одну руну выдал. И мы лучше две. Лучше две. Мы сейчас две руны каких-то создадим. Дата ассет, засунем их в какой-нибудь. Блин, это надо сейчас идти делать этот. Как же это тяжело. Ну, все. Намного всего. Чтобы проверить апдейт, уже руны эти работают, как они заполняются, что и как. Ну да. Я все же думаю, что он нифига не будет работать, этот Event Bus. Здесь. Потому что в прошлый раз мы пробовали, он не сработал. Так, button right, button left, это все у нас окей. Scrollbox, вот он идет. И вот тут, кстати, самое интересное начинается. Он должен будет к скроллбоксу обратиться. А ну-ка, include components, component ts scrollbox. Ага. Ну, button left, button right еще должен привязаться к нему дополнительно. Еще, то есть, короче, native construct. Ну, сейчас я тут посоздаю всякие эти штуки. Virtual void, native construct. Right. И пойдем создадим, наверное, этот dataset, в котором все руны будем держать. Или не dataset. Dataset, datatable. Или не datatable. А какая нам инфа нужна о руне? Если вся инфа в руне. Нам надо просто хранилище, где хранятся эти руны. Подожди. Мы же хотели еще, чтобы они разные были немножко. Немножко разные. Плюс они должны храниться в софте там. Сами руны по себе. Создай кастомное событие в принтах и наводи на типы репликации справа, там описание есть. Для нет мультикаст написано запускать только на сервере. Ну, у блюпринтов еще написано, что каст это зло. Ну, что это очень страшная вещь, которую не надо делать вообще. Поэтому что-то аргумент пока такой. А что мы, кстати, не спросили у ГПТ и у Геминаев? Где такое написано? Про косты? Но это надо в старые версии заглядывать тебе. Там такая плашка была прям. Не трогать, убьет! Так, native construct. А оттуда же и пошло вот это вот вся страшилки про косты. Касты в тике запускать опасно. И это реально было написано где-то. В
смысле? Ну ты же не запускаешь каст в тике, как его сказать? Ты же не запускаешь его, ты же как бы все равно, даже если он в тике у тебя, ты же как бы указатель сохранил и все. И какая проблема? А бесконечно кастить, ну это же проблема не каста, это проблема... Подожди, что я хочу? Это же проблема того, что ты, ну, неправильно кудишь, я не знаю, как это сказать, не кешируешь данные. Это ж не проблема каста. Да и плюс, в чем, собственно говоря, проблема? Мы смотрели 1000 кастов, это довольно быстрая история, все равно, как ни крути. Ну, в общем. Да, вот это, кстати, тоже надо подключить. Мастер батон, виджетс. Батонс, по-моему, да, дальше идет у нас батонс. Батон виджет. Так, батон, ладно, потом подставим. Он кликет. А, там же батон надо вначале вытащить. Батон. Это ж мы не в этом, а потом он кликет. 10 раз. Батон. Батон, да. Он кликет. То были неактуальные тесты, я думал, тебя просветили. То были неактуальные тесты. Но все тогда. Не, меня не просветили, а ну просвети. Все, неактуальные тесты. Все, возвращаемся. Каст на этот самый быстрее, на интерфейс. И вообще касты зло. Интерфейсы создаем. Так, из... Что там у нас? Юруниас. Юруниас. Барви. Да. Да не, подожди. Вот так. Так. Ну да, мы же не знаем, это left или right, поэтому... Ну, понятное дело, что в современных играх подготовка кадров для видеокарты съедает большую производительность. Но все же лучше не надеяться на это во всех случаях и стараться выстраивать грамотную архитектуру. Ну, это понятно, но... Речь же не о том, что каст зло, потому что лучше его не вешать на тик. Это какой-то абсурд. Речь о том, что... О чем речь вначале была? О мультикастах и о том, что, мол, типа там написано на сервер не трогать, и пошло вот эта вот блюпринтовая история, что каст зло, о том, что там плашка большая висела, что каст это зло от ёпиков. Так, и function void left button clicked. It's button clicked. Или button left уже, чтобы названия совпадали с этим, с названием батона самого. Button left. Left clicked. Батон. Right clicked. Right clicked. Есть сюда. Сюда. Ну, пока ничего она не делает, естественно. Потом.
А потом нам надо будет очищать вот этого вот чек-поинтера. Scrollbox. Scrollbox мы делаем. Scrollbox мы делаем. И после него мы после него делаем. Почему мы должны вообще его очистить? Scroll. Box. Clear, очень clear. Clear children. Это оно? По названию это оно. Clear children. Но вот тебе не в принтах. Dev Epic Games. Так то же самое написано. Dev Epic Games. RPC function that is called locally but executed remotely as a machine. RPC. Client server. That can also be called from client but will only execute locally in this case. Вот написано multicast RPCs can also be called from clients but will only execute locally in this case. Но Ну, он может быть вызвать. Ну, он может вызваться, может. Ну, выполняться-то он будет только в этом. Но вызов-то он произведет, да. Ждем парирования от Владислава. Все, тут на Йопике написали, что вот, да, все, идет контакт. То есть вызов-то будет вызов, но он выполнит только у себя. То есть он не отошлет его на сервер и остальным клиентам. Или как? Так, вот тут вот табличка. А что тут работает у всех написано? Это мультикаст. А, вот, это я вызванный сервером. Вполне возможно. Только разговор был про передачу данных через NetMulticast. Ну да, и это было. Только я уже не помню, что конкретно там, в чем был прикол. Ну, все принимается, все закрыли тему, доказано. Чпок. Так, а что вот этот товарищ делает? Children will remove child add. Все как бы просто. Окей, хорошо. Мы сделали вот эту вот часть. Все очень легко и просто. Все прям замечательно и великолепно. И вместо нее мы добавляем... на мороз. Кого на мороз? Что на мороз? Ничего не понял. Так, button left click it. Есть апдейт, сделали, native construct сделали, этот сделали. Подвязали, завязали. Ну, пока left ничего не делает, right тоже ничего не делает. Кстати, чтобы он делал right и left, нам, наверное, надо... Или подожди. Так как у нас, нам уже не важно, как он будет, он просто будет его листать. То есть это нам вообще не важно. То есть нам не нужен массив. Я просто думал, его сейчас придется сохранить. Придется сохранить его, нафиг не надо сохранять. Мы же просто левее, правее. То есть это просто скроллбокс. Чего дергаешься? Полдела рука. Ты посмотри. Ля. А так не дергает. Прикольно. Это очень прикольно. А музыка будет?
А что случилось? Где музыка? О, музыка пошла. Не слышно было. Так. Значит, добавили. Все, мы добавили. В 7. Делаем. 5 делаем. Делаем. Так, инквизитор, ты мне пояснишь по поводу актуальные тесты? Вот ты писал. Что меня там просветили. Или что? Или это и был на мороз? Все. Ты сдался. Ибо четко. Спам Гидра, привет. Хочешь бан? Сходу. С врыва прям. Не успел ворваться, сразу бан. Так, Крунис бар. Нам надо подумать, как мы будем хранить всю эту инфу. Голосование. Голосование, бан этого на этот самый. Сейчас шлепнем. Так. Где они тут? Привет, Тестирование, теперь, когда буду заходить на стримы, буду голосование. говорить ранломные мемы. Это надо... Блин, как же неудобно сделано. Сейчас голосование запустим, подожди. Сейчас все будет спам Гидра, подожди. Сейчас найти... вот голосование. О, баним. Баним спам. Как там спам? Без нижнего подчеркивания, да? Гидру. Ладно, так напишу. Баним спам Гидру на... Сколько? Навсегда нельзя банить, это талисман. На 12 часов. Тебя тут любит Гидра. На 12 часов. Да за что я не буду На спамить, я 12 качаю игру. часов. Знак вопроса. Команды добавить. Восклицательный знак. Да. Ну, давайте с маленькой буквы. Или с большой буквы. Не, давайте с большой буквы, ибо нифиг. Вопрос, неважно какой. Так, и восклицательный знак нет. Нет. Знак, да. Восклицательный знак нет. Только я не помню, он это будет прописывать или нет. А ну, применить. Так. Зачем голосовать? Все будут за да. А подожди, еще неизвестно. Блин, тут новое. Это можно не не так прописывать. надо было писать. Надо было написать «Отсечем Гидре одну голову». Короче, я качаю Farming Simulator 2011, сейчас буду играть. О, это очень хорошо. Это очень хорошо. Подожди, а если вот так вот сделать, применить? Вот, теперь вот хорошо. Так, вам видно, нет? Вот, типа, мол, пишем восклицательный знак «да», большая буква, маленькая, вот «да», вот так вот пишем. Или восклицательный знак «нет». Все, начать, погнали. Да. Да? Я, походу, позже нажал. Можешь еще раз шлепать. Повторные голоса не считаются. Баним его на 12 часов или нет? Нет. Нет, так Да. засчитает? Нет? Что, не работает? Все? Все сломалось, да? Спамгидра, тебе везет! Короче, я делаю игру PC Tycoon. Scratch, там нужно ПК собирать. А что она не работает? Так, подожди, а что она не работает? Py Donut. Progress. Сейчас Py включу. А что не работает? Гидра, и голосовал. Да, сама. Гидра, это все Гидра, да. Может, Или надо ее... банить. Может, надо вот так вот. Ну, это старая, типа, Я не мол, буду ни хорошо. спамить, ни писать Робликс. Ну, давай еще раз. Давай еще раз, допустим, напишем. А начать нажал. Да, нажал, вот, нажал, начать. Это чтобы 3 голоса посчитать, прогу запускать. Да. 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 Тут нет, тут типа никто не учитывает по каким-то причинам. А давай вот так вот сделаю, да. Сюда напишем, и восклицательный знак нет. Применить. Нет. Сюда, подожди, нет. Это самое, сейчас еще разочек последний пробуем. Если нет, то мы просто забаним Гидру. Подожди. Давай еще разок начать.
Да, может так ему нравится, я не знаю, может ему 2 раза надо написать эту хрень. Ну давай, я тоже напишу. Давай, Да. да. О, оно и туда написало, вообще отлично. 2 голоса сейчас засчитает за да. Но не, ничего не это. Не работает. Короче, все, Гидрия, повезло тебе. Не получится тебе бан дать на 12 часов. Все по-честному. Все по чесноку. Нет. Причина бана. Сломал голосовалку. Да. Так, ладно, если не будет спамить Гидра, то мы не будем давать бан. Если будет, мы ему чуть по-маленькому дадим. Но все по справедливости. Голосовалка не сработала, значит все. Ура, хоть какая-то справедливость. Да. Ты сейчас бан получишь. Так что не спами. Так, нам надо контейнер какой-нибудь, где мы будем хранить наши эти. А где этот самый главный инквизитор съехал? Я его спрашиваю по поводу этого. Я же не отстану. Что имелось в виду под... Я листать вверх этот чат. Как далеко. Актуальные тесты и вот это просветление. Актуальные тесты и просветление. Что это было? Пояснительная бригада. Где? Как у нас будут храниться эти? Потому что нам надо как-то эти руны хранить, потому что потом нам надо выборку среди них еще производить. Где мы будем это все хранить? Где? Дата-тейбл хорошая история, но с дата-тейблами там приколюшка. Я не уверен, что оно мне надо. Это излишество, по-моему, будет. Излишество будет. Сейчас буду играть в Farming Simulator 2011. Ого, ничего себе старенький какой, 2011. Они разве тогда еще уже выпускались? Ну, в чем прикол дата-тейбла? Он излишество будет это, так как нам... Хотя в дальнейшем это будет тоже хорошо. Нам ничего переделывать не надо. Табличка для табличек, вот эта вся интересная штучка-дрючка, и пользуемся. Держи в курсе по каждой травинке. Интересно, будет хоть 40 FPS. Будет. Если да, то можно играть. Вот и держи в курсе нас, как там поля, как засеиваешь, как там это самое, спахиваешь, вот эта вся история. Нам очень интересно. Так. Парам-пам-пам. Парам-пам-пам. Ну, короче, наверное, да, будем использовать его для этого, но нам надо структурку создать. Какую структурку в ней создать нам надо? У которой будет какой-нибудь name, потому что... Блин, тут проблема. Потому что я не знаю, как они будут различаться. И, скорее всего, там и нам надо будет какой-то придумывать, чтобы как, ну, обозначение ставить ему. Выбрать можно было урун, какой он является енамом. Ну, допустим, как руны могут различаться хорошо по вот этому грейду. Но грейд я не хочу давать именно, чтобы он падал. То есть у нас будет количество рун расти, которое дается. То есть, допустим, каждые там 5 волн нам плюс 1 руна. Да? То есть 4 руны будет даваться. Потом 5 рун будет даваться каждый ход. И так далее, и так далее, и так далее. И у нас появляется здесь необходимость в этой механике комбинирования. Мы когда комбинируем, бац, мы получаем ее там зеленой делаем. Потом синий, фиолетовый и легендарный, да, по той же самой схеме. Но она не попадает в эту историю, где нам надо именно ее держать в
датасетах. Но, по примеру, допустим, того же Hearthstone. Да, Hearthstone. Там же есть разные вот эти вот механики у карт. То есть там карточки какой-то механики. Вот у них есть определенный этот. И вот, допустим, мы хотим, чтобы какая-то карточка, это определенный механик падала. То есть какая-то волна особенная идет, и нам карточки определенных механик, допустим, падали только. Соответственно, они должны быть как-то вот в разных табличках для быстроты поиска. То есть у нас есть табличка с табличками, мы вначале определяем, к какой табличке нам надо пойти, а потом идем в эту табличку и уже с нее выбираем рандомный нам этот самый рандомную рандомную руну. Рандомную руну. Но дело в том, что я-то еще не знаю, какие я что хочу. Просто и нам пустой создать. Я просто засуну туда несколько рун. Все. Или просто обычную, пока эту создать, что там, 2-3 руны. Потом табличку заново, перезаполнять. Хотя ее можно в этом скачать и перезаполнить. В принципе, не должно быть проблем. Давайте data table все-таки. Я думаю, в Рунес он пойдет. Где Рунес? А у нас нет Рунеса. А вы поняли, у нас нет Рунеса. У нас нет Рунеса. Вообще Рунеса нет. Material Model Spline. Тест Widgets. Asset. Data Asset тоже надо создать. Кстати, мы в Data Asset засунули или ничего мы туда не засунули? Засунули, вот же. И выполнение того, что он будет выполнять. Выполнять. Вот этих вот 2-3 штучки. Хотя сейчас можно тестовые просто дать 2-3 штучки в этот, засунуть его. Кто у нас там этим занимается? Гейм-мод на данном... Не, подожди, у нас гейм-мод занимается? Wave Start. Ну да, гейм-мод. Он управляет Game Start. И... Game State у нас Start Timer. Wave Data Start Timer. А где у нас Wave End или что типа такого? Он Update Time Wave Start. Wave Start. Wave End кто запускает? Надо найти его и, короче, туда, чтобы он шлепнул его. Вызов сделал. Wave End. Wave Number, но этого еще не существует. Я вообще не помню, что это такое. Давайте искать, короче, кто у нас вообще за что-то отвечает. Дело было давно. Как говорится. Где постлогин? Кто у нас подписан на то, что Enemy Death? Вот. Enemies Empty. GC Game State. Он вызывает Enemies Empty. Game State. Enemies Empty. Вот он, Enemies Empty. Что он делает? Он тут проверяет бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Старт-таймер как раз-таки запускается вот здесь вот. Новый старт-таймер. Вот Game State это занимается. Отлично. Вот Game State и раздаст всем эту самую штучку. Я играл в пук в 40 FPS. Это хорошо. С просадками. С просадками. Это так хотелось в пупок поиграть.
Это, небось, когда он вот это вот стрельнул был, да, все играли в пупок. В тот момент, да? Когда он был максимально оптимизирован. Так, типа RF, свой флаг. Item value. С писаками. Есть контакт. Нам надо... Когда еще в бете был, так много играл, что мне даже снился. Интересно. Owner name. Check. Бла-бла-бла. Короче, что нам надо? Нам надо сюда повесить, типа, раздачу картонок. Раздачу картонок, то что, типа, слышишь, а ну раздай картонки всем. Game State. Ну, давайте создадим 2 руны сейчас. Вот здесь сюда засунем его. Я просыпался, когда слышал на улице едущую машину и с просонья искал свою МКУ. Это великолепие. Вот это вот все, кстати, потом надо переделывать. Потому что я их так на рандоме шлепал, эти все репликейт это и прочую фигню. Репликейт юзинг с учетом того, что он не это самое. Ну ладно. Короче, все потом. Столкнемся с проблемой, будем решать. И еще вопрос. Он же кому вообще его должен отправить? Он же должен отправить его нашим плеерам. А кто такие плееры? Кто знает о плеерах что-то? PPP. Геймод. GC, main GC нет, а main PC есть? У него есть плееры, то есть он может получить плееров. Там как-то мы из геймода его получали. Да, вот плеер array. У него есть плеер array у GameState, и вот он должен их получить, и он получит PS. Дело в том, что... PS. Но это должен посчитать GameState. Дело в том, что GameState именно должен посчитать, какие картонки, а не отдельно PS, потому что у нас есть такая механика, что они будут одинаковые. Ну, могут быть одинаковые руны даны. То есть... Будь. Спасибо. Буду. То есть от 1 до 3 могут одинаковые дастся, но мы не знаем, дались ли они одинаковые или нет. А для этого нам надо, чтобы они, ну как, они посчитались именно в одном месте. Потом у нас собираются для первого игрока данные, для второго игрока данные и отсылаются в эти PS. А PS уже должен их будет отослать кому? Кому? Игроку, а игрок должен будет отослать их компоненте. И компонента должна будет запустить вот эту вот штучку, дрючку, которую мы сделали. Ядруния. Вот. Ядруния. Юрун мастер дей. Погнали. Значит, GC пока темповые создадим этот самый. Ее пропортя. Мастер дей. Инструмент 2. Значит, вот так вот он пока 2 руны дает. Саму механику именно рандома мы потом запишем.
Здесь Game State у нас Void. Enemies empty, start timer. А старт таймер мы не повесим его, нам надо именно в конце. Или мы повесим, просто если мы вешаем на старт таймер, это означает, что у нас эти руны дадутся в самом начале. То есть хотелось бы, конечно, чтобы первые руны даны были после первой волны. То есть первые мы башенки просто строим, а потом мы уже руны получаем. Соответственно, вот здесь надо будет метод вызывать. Так. Time wave, start таймеры какие-то. Void. Рунес что? Спавн, это не спавн. Гивер, Рунес гивер, рун гивер. Ну и что этот метод будет делать? Он будет буквально находить руны, сопоставлять и рассылать каждому игроку. А ну-ка. Давай у ГПТ спросим. Давай, ГПТ. Distribute runes. Если акцент на раздаче. Find and distribute runes. Процесс runes allocation. Resolve. Send rune to players. Find and distribute. Но тут доставка именно, но и поиск. А ну-ка, find, как будет выглядеть? Find and как пишется? Дистрибутия. Дистрибутирование. Заболел, что ли? Наверное. Может быть. А что такое? Что такое? Опять болеть, это, конечно, прикольно. Ладно, мне нравится Find and Distribute Runes. Его делаем. Так, опля. Ну, помечать нам его нет смысла, потому что он и так все на сервере выполняет. Вот. Есть контакт. Из empty. И здесь он запускает Find and Distribute Rune дополнительно. All players. Player array. Разве player array? Player array, да. Ешьте чеснок, побольше чая и белков. Ложитесь спать рано. За консультацию 50. А, всего? А что так дешево? Дешево берете. Чеснок. Это, конечно, совет, я не знаю, с какого. Скачал, нашел ключ на ютубе, сейчас буду играть. О, как. Давай. Ну, ты ж помнишь, да, на главное дело. Подожди, в смысле будешь играть, а школа? В
В смысле? А уроки? Что за дела, я не понял. Array. Давайте сразу for напишем. For. А кто ты? Пишешь player state, да, у тебя там идут? Странно, что ты его за левый ключ не осуждаешь. За левый ключ. Что мне осуждать его? Он делает, что хочет. А вот тебя я буду осуждать за пиратство. Он еще ребенок, он не понимает, а вот ты уже взрослый мужчина. Так что... Да что он на ютубе? Ты представляешь, ключ на ютубе найти? Что за это самое? Пахнет фигней какой-то. Чувствуешь? Фигней. Еще на ютубе нашел ключ для игры. Так, player array. Ну, это мы на будущее оставили. Взрослый — это когда 50 лет хотя бы. Ты хотя бы, говорит, взрослый. Я зашел Там тоже на взрослых черный нет, если экран что. и музыка. Черные экраны, Может, музыка. можно по-другому зайти. Да, да, по-другому. Да, он вирусаев накачал там. Сейчас майнер у него запустится, будет майнить на его железе том. Дракл, если ты думаешь, что там чем старше, тем типа есть взрослые где-то, нет, так не работает. Их нету. Их там нет. Привет, тоже делаю свою игру, только РТС. Круто, привет. Вот теперь все работает. Круто, РТС. Че, по Варкрафту, да? Чтобы похоже было на Варкрафт. На какой стадии? На Unreal? На какой стадии и на что за движок? На каком движке? В текущих реалиях и плохом состоянии игр, то я называю это демо-версией. Я уже не хочу становиться взрослым. А оказалось, что я и не стал еще. Вообще-то стал, но когда становишься взрослым, Дракула приходит понимание от того, что взрослых не существует. Все страдают какой-то фигней, творят фигню какую-то и строят из себя очень важных. Так, значит, это мы на потом. Нам надо... А что на потом? Мы сейчас просто вот эти вот руны туда полетели. Из player state. Дело в том, что он должен будет... Давай здесь тудушку оставим, туду. Да, парадокс. Вот так вот напишу, чтобы вообще было обалденно понятно, что здесь происходит. А вот эта часть нам должна передать эту часть. Но PS-ка-то у нас ни черта не знает вообще ни о чем, да? Какую сложность мне выбрать, легкую, нормальную или сложную? Сложную бери. На Сложно, стадии Вика. создания контента и разработки системы строительства, но не совсем Warcraft, пока в плане один полноценную расу сделать. Стадия создания контента. Что значит создание контента? А не в начале механику надо сделать, чтобы механики работали, разработки системы строительства. Или ты вообще с нуля все. Ну, понятно, что с нуля. Имеется в виду текстуры, модельки, всякие там, ну, звуки. Думаю, вряд ли, но и звуки, может, тоже самостоятельно делаешь, анимации там. Вообще все. Да, и по поводу движка, что по движку? Закрой.
ты засранец Короче, я языковой? выбираю легкую. Не выбирай легкую. Чё ты, спам-гидра, ты чё? Так, это мы закроем. Спам-гидра, не надо легкую выбирать. Не будь этим. Не будь. Так, а ты знаешь, что такое PS? Может, ты здесь подпишешься на что-нибудь? Когда поиграю, вернусь. Окей. Расскажешь потом обязательно, что ты там наиграл. Нам будет очень интересно. Причем, смотри, PS есть у него доступ к PS. Вероятнее всего, я его один раз Будь где-то... мужиком, играй в Dark Souls без брони. Наоборот, наверное, легче будет. Персонаж более уклонный, такой чух-чух. Бронис АС. Game State. Подожди, я чуть не пойму, где мы используем этот main PS? Че не понял? В DS один брони имба. С брони Хавила можно А, танчить вот. лицом даже боссов Дес. Не записали его здесь. А в DS не броня, в броне Хаула можно начать лицом даже боссов DLC. Ну, DS1 мы не берем в расчет, это ж вообще ужас. Это старое, это мы не считаем. Уже давно много времени прошло, все, мы не считаем ее. Мы берем Elden Ring, DS3. Ну, DS3 уже, кстати, тоже давно много времени прошло. Что скажешь по елде? Броня решает? Так, set owner. Main PS. Я, кстати, проходил в каком-то этом, в трепье там какой-то есть, там черный такой этот. Ведьмы, по-моему, что ли. Ну, не с колпаком. Там типа как смерть какая-то, ну там такой. Этот и этот. Вот, я его напялил и ходил с этой глефой. Система сама есть, нужно на нее модельки теперь накинуть и подкорректировать, если что не так, а тогда все с нуля. Ну ты изумер, конечно. Зумер, интересно. Так, а система есть, в смысле, написанная сама? Она что пишет? Так вот, насчет движка и это самое, там, блюпринты или плюсы? В Йолде броня забалансена хорошо. Потому не имба, но и не бесполезно. Все, понял, где баланс. Все, принимается. Так, get player state, new controller, да, он из контроллера его достает. Здесь принимает контроллер по set by. А просто через контроллер мы его можем достать? А ну подожди, get. Молодец. Get controller. Get layer state. Да, можем достать просто из контроллера. А зачем мы тогда его передаем? Мы-то его не передаем, он сам передается. Get player state. Get player state. Сделать и получить его. Unreal для логики, блупринты только для дизайна, и если нужно быстро прототип набрать какой-либо механики. Ох, красота. C++ красота. State. А что здесь стилистика? Стилистика? Что по стилистике? Так, get player state.
Механика такая механика. О, да, механика она такая. Приветствую. Давненько не заходили. А что пропускаем, а? Так, get player state. Мы можем получить get player... Ну, в любом случае, он здесь подключен. Мы подпишемся на его делегат. И все, и все. А чё, все, и все. И это, кстати, мы можем здесь сделать, и ничего не это самое. И как бы нам, а чё нам, а все нам. Взять и подписаться. А это будет работать или нет? Прямо здесь взяли и подписались. А ну-ка, иди сюда, player state. Нам надо... что нам надо? Нам надо, чтобы он передал массив вот этих вот рундеев. То есть object рундеи. Вот здесь вот в PS. У нас будет... как мы назвали этот метод? Distribute runes. Find and distribute. А этот distribute runes. Типа доставщик. Летел. Как вам название? Классное? PS будет. И он будет в себя принимать вот этот array. По ссылочке отправить его и полетел. Все это на сервере происходит, поэтому можно просто void distribute runes const array. Прослушал вопрос, повтори, пожалуйста. По поводу стилистики. Стилистика, что по стилистике? Ну, какая-то стилистика есть у гейма? Развлекался с Google Play Games сервисами. Логированием, оценкой игры, пуш-нотификациями. Релиз скоро. Понял. Ну, хорош. И как успехи развлечений? Ну, как успешные развлечения прошли? Или как сказать? Успешно прошли развлечения или нет? Типа такого. Так. Distribute runes. И вот нам просто... подожди. Если мы сюда добавим в паблик просто-напросто делегат и дернем его в этом... ты понял, да? Сейчас да, больно. Через GS. Или это шляпа так делать? Наверное, так шляпа делать. Не, мы так делать не будем, мы такого осуждаем. Сюда сделаем T-Delegate. Void. И подключить надо еще, кстати, рунесы эти. Const array. Ага, все пашет. Пуш-уведомления только багуются, если их на устройстве кешировать. Если через Firebase отправлять, то норм. Но бёкинг-чёт пока неохота писать на этом этапе. Как много заклинаний. Но, как я понял, все хорошо. Это значит хорошо. Так, Юрунес, мастер. Где все это по ссылочке? Опля. Он дистрибьют рунес. Он дистрибьюте рунес. Все есть. Так, этого отпустила. Distribute runes. Это сюда подставляем. Я же не подпишусь. Подожди, куда я его засунул? В Protected. Executive Bound. Фэнтези что-то в духе DTF и того же Warcraft. D&D того же Warcraft. Я, наверное, не так выразился. Имеется в виду визуально
Визуально можно представить, как, ну, типа там а-ля реализм, там, я не знаю, аниме, пиксель, арт. Я, наверное, я имел в виду это, но как я там сказал, я уже не помню. Это тоже интересная история. Так, Рунес. Рунес, хорошо, мы передали Рунес. Const-IT, Object Pointer. Оп-оп-оп. 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 Что мне нравится? Error type. Понятно, что мне нравится. Рунес мастер DA. Клюн дата assets. Мастер DA. Что тебе не нравится? Object Point Error Type. Что значит Error Type, Рунес? Line of. Или ему просто я не нравлюсь. Сейчас он раздуплится. Рунес мастер. Ну, это же буквально вот то, что вот я сейчас выделяю, это же буквально вот это вот. Object Pointer. И Рунес. Рунес, рун. Рун мастер. Не рун. Не рун мастер. Все правильно. Рун мастер. Все, я... Опечаточки. Ну ладно, пусть... Ну, хотя нет. Ходи. Все. Хорошо. Мы это записали. Только вот этого товарища надо вынести повыше, как бы. Сюда, потому что мы подписываться сейчас на него будем. Он Distribute Runes. Main PS. Ну вот тут, я думаю, мы его проверили. Молодец. Main PS. Есть проблема 2D лагает, ну типа он то исчезает, то появляется. Я в Half-Life решил эту проблему, просто вроде поменял на DirectX, а тут такого нет, что делать. Все, беда. Что значит 2D лагает? Что значит 2D лагает? Что это такое? Как 2D лагает? Object. Из ребуте Рунес. Дистрибутер Рунес. Да-да, именно вот так. Дистрибутер Рунес. И нам надо еще вот это, чтобы он принимал. И вообще вот так вот. Идем в main pawn. Void обычный void сюда. Distribute Runes. Подожди. А я не хочу еще, потому что ему надо будет тогда вызов сделать в этом, а потом в этом сделать вызов. Подожди. Может быть, я здесь как раз-таки сразу получу в этом и сразу в этот его добавлю. Зачем мне это лишнее вот это вот? Подожди. Уходи, активный. Рун АС. Ну типа ты играешь в 3, да и там картинки, например, время или подсказка, оно то появляется, то исчезает. Что? Ну типа ты играешь в 3D. Картинки, например, время или подсказка, оно
У тебя картинки лагают, ну все, это беда. У нас есть ядрун, нам все равно через ядрун делать всю эту историю. Кстати, тот проект игры для мобилы с зомбими США Quantum, куда я тебе предлагал КВ отправить, закрыли таки. Успех. Успех. Я, кстати, что-то посмотрел, я не помню, рассказывал, нет, я посмотрел, но там вообще как-то не особо я подходил, мягко говоря, по то, что знаю, там что писали. делать, но попробую что-то сделать. Короче, вот. Знаешь, что делает, но попробуй что. Попробуй. Что Может, перезагрузи этот самый, перезагрузи компьютер, может. Distribute rules. Так вот, короче, в чем суть? Сделать следующее. Мы это обязательно должны сделать. То есть get runes AS. Дополнительно через чекпоинтера мы проверяем вот эту часть. И потом из get... 10 лямов баксов бюджет был у проекта. В итоге бабок не приносит, только убытки. Мобильная индустрия. Дрова обновить. Дрова еще обновить, да. Runes AS. Distribute Runes. Вот, типа такого. Но дело в том, что он же так не захочет. Нет, эта проблема не в этом. В Half-Life тоже было, но в настройках я сделал DirectX, и все стало норм. Там не bind uObject. Там перезагрузи компьютер, точно поможет. Подожди, а если мы хотим там не bind, там другая какая-то шляпа есть. uFunction типа, да? Object template. Function name. Выключи стрим, точно поможет. Да, и Да выключи ты не стрим. понимаешь. И там что-то в разработке не так пошло. Чуваки делали виджет, где можно персонажей покрутить год. Это, конечно, мем. Это же распил бабло! Это же распил бабло! Говорят, Блин! разработчик. Я тоже так хочу. Это же распил бабло! Я тоже туда хочу. Блин, закрыли. Уф. Так. Bind уже ведем, да. Get object. Bind function, да, нет? Да распил бабла, это довольно точно сказано. Подожди, что мы сюда передаем? Через name. На то проект ничего был. Тьфу, я балбес. Отмена. Про это ничего был. Но, блин, видишь, распил бабла, он всегда такой, он... Я балбес. Какой зыс нафиг? Runes AS. А вот здесь вот Runes AS. Двоеточие. Я что-то это самое... Вы меня отвлекли, короче. Это все вы. Я делал все правильно изначально. Вот так вот это все делается история. Окей, без вопросов. Без вопросов, без каких-либо вопросов. Если мне дадут лям за такой виджет, я буду очень счастлив. Все будем счастливы, да, Дракл? Мы все будем счастливы. Даже если просто тебе дадут, а не нам. Все будем счастливы. Жить распил бабла, это всегда хорошо, да? Это прям уф. Когда ты в этом участвуешь, конечно, когда не твои бабки пилят, это хорошо. Когда ты пилишь чьи-то бабки, это прям уф. Смута тоже была перспективной, говорили, лучше Ведьмака 3 будет. Так там тоже распил бабла был. Там же ошибки такие супер банальные, которые могут возникнуть только если ты берешь какие-то ассеты отсюда воткнул, ассет оттуда взял, ткнул, просто ассеты соединил, и все. Когда ты строишь свою систему, таких ошибок, как там, не будет. То, что у тебя там отваливается, что-то не проходит, что-то не работает, они все конфликтуют, вот эти вот системы. То есть,
Либо команды вообще не общались, типа, мол, кто-то что-то делает, там второй что-то делает, их тоже совместили. Ну, это, в принципе, те же самые яйца, только в профиле. Ну, там просто распил бабла был, вы не понимаете. Просто... А сегодня тот стример-интеллектуал стримит Ведьмак 3 и время совпадаем с моей работой. О, видишь, как хорошо. Стример-интеллектуал Ведьмак 3. Так. Короче, мы подписались на делегат, то есть подписали наш компоненту. Компоненту подписали нашу компоненту. Вот она, компонента. Рунайс. Там такая команда раздутая, что оно само распиливается, миллион ревью на ревью. Оу, художник дизайнит, программист верстает, потом опять художник ревьюет, программист исправляет, геймдизайнер влетает. Ну, кайф, слушай, кайф. Как его, работа кипит вовсю там. Опять вперед. Опять все переделывают. Продюсер приходит, вносит правки и потом опять миллион ревью. А это называется то, что они структурировали нормально работу. По-нормальному все по-человечески не сделали. А было делать по-человечески. Ну, то есть не было какого-то этого просто кто во что горазд. Просто вот это вот происходит. То есть... Короче, для большой команды это прям беда. Это ладно, когда один делаешь, вообще пофигу, херячишь. Да там процессы по пизде пошли. Ну вот, да. Ну, короче, я Можно поучаствовал. чат громче сделать, а то стример орет, а озвучка шепчет. Слушай, мы чат наоборот сделаем. Я могу себя потише сделать. Или этот. Ну ладно, я чуть сделал громче. 0,4 децибеля Так бы добавил. делал и я, если бы только начинал изучать УЕ. Спасибо. Короче, я 0,4 децибела добавил к этому к озвучке. Ну там еще и музыка стала чуть громче. Если вы только начинал изучать. Ну там, блин, там ребята вот эти вот, которые АИ заменят всех АИшечкой. Ну тогда еще АИшечки не было, по-моему, да, смута когда? Или тогда она уже зарождалась? По-моему, ГПТ-3, да, уже был? Ну, неважно, не в этом суть. Они просто ассет оттуда, ассет отсюда. У нас там есть такой программист, а там какой-нибудь чувачок, студент сидит, сын продюсера, вот этого какого-то главного там. И что-то посоединял такой, да, вот вроде работает. Продакшн. Я просто, я не знаю, ну там в принципе ничего нет, но у меня есть история по поводу этого. Блин, как же ее так сказать, чтобы и рассказать, и ничего не спалить лишнего. АИшкой тоже надо уметь пользоваться. Она же как ребенок. Я просто присутствовал, короче, на звонке инвестора, который, ну, заказывал этот самый... Они такие люди интересные там. Блин, я даже не знаю, как сказать. Это вот, я примерно смуту также представляю. Вот это вот было там... Оно ходит. Че, покрутить можно? Вот это примерно вот так вот было там... Короче, на разговоре с инвесторами, вот, я примерно так же думаю, что со смутой была история. Там ребятам тебе показывают, оно ходит, оно двигается. Посмотри, мы разработчики. Подожди, не, мы инвесторы. Вот. Так, я хочу вот эту часть, айтем. Рунес. Рунес. Мы должны вот этот весь айтем перебрать, вызов сделать Эдруне. И сюда айтем передать. Все. В принципе. А он уже там сам разберется, новый добавить ему или старый, или +1 сделать, потому что тому. И триггернет все, что нам надо, и что нам не надо. Так, а давай смотреть, что у нас творилось. Где он фейл ловил? Наверное, он так не хочет, чтобы это, да, передавался. Это молодец, да.
Короче, распил бабла. На проектах это, конечно, прикольно. Прикольно. 14. Сколько было там? 14 лямов или сколько? 10 лямов баксов. 10 лямов. 10 лямов на мобилку, дрочилку. 10 лямов. 10 лямов. Красота. Подожди, а куда бабло ушло? Сколько ее делали? 10 лямов. Ну сколько? Ну пусть будет 5 тысяч заработок у этого. Сколько там? 60 тысяч получается за год. 10 лет, 10 программистов, это 600 тысяч. Ну у нас там проект был офигевший с открытым миром. Куча механик, стелс, мили-боевка, всякие парные анимации добиваний крутые, куча технологий использовали. Типа полный набор из ААА игры. Ну так ее можно было 10 лет, 10 программистов, ее выпилили 10 лет, еще бы 400 тысяч осталось. Зарплата в 5К, причем 5К это, ну, это ни хера себе можно было программистов-то нанять на 5К. Это прямо ГГ. И чё? Мы пилили 3 года до релиза. Так а что бабки? На машину тимлиду ушло? Потом еще 3 года пытались экономику выстроить. И сколько успели реализовать? Но чё-то не получилось. Чё-то не получилось. Это беда. Короче, люди не донатили, да. Так, нам надо рунесы создать. Там команда 50 человек была, бернрейт около 200 копеек баксов. 200. 50, подожди, 50 человек. Ну да, 50 Месяц. человек, а не 200 человек. 200к баксов в месяц. 50 человек. Что там делали 50 человек? Что там делали 50 человек? Не, проедали бюджет. Это я не осуждаю. Как бы все окей. Но мне кажется, не надо столько. Хотя, если ты пишешь прям большой-большой проект, то, может быть, даже и мало. AAA, все дела. А что не квадрупл? AAA уже не модно. И... Ну ты просто не играл, там реально огромный проект. Посмотри Lost Future Mobile. Окей, если потом не забуду. Но я понимаю, что я не играл действительно, но... Ну, в общем... Подожди, я DA в конце пишу или это? Ты меня сбил. Я же специально зашел посмотреть, где я в начале пишу. Забыл уже, как DA пишется. Точнее, где в начале или в конце DA. Data Asset. Что там? Тест run 1. Руне 1 и это тест руне 2. Мне вообще пофигу, что тут у нас. Рункост 2. Description 3. 5. Вот. Вот. Тут надо будет тоже создавать этот, но пока просто пустышка. Они пока ничего не делают. А в рун втором, ну сколько? 5. Прицел. 6. 8. 9. Рун объект тот же самый пока. Есть. Так, JS мы тут первую тестовую, вторую тестовую загнали. Здесь сделать 12, то я не успею башенки поставить. И я хочу делегат сюда словить. Куда сюда? Он апдейт Рунес. Вот сюда апдейт Рунес. Я хочу словить делегат.
Что значит, что ты не можешь прочитать? Line 53, function main. У нас здесь похерилось, оно там похерилось. Подожди, 0 point function 53, вот здесь вот. 53. Runes AS у нас еще не инициализирован к этому моменту. Оу. Да, это IU. Это IU, это мы схлопываем. Это мы немножко перенесем тогда. Ой, да ладно, один разочек еще получим. Один раз не это самое, как говорится. Приветствую, приветствую. Там в начале стрима мы как раз разговор, этот самый, короче, обсуждали, я не знаю, как сказать. Это по поводу того, что ты скинул в Discord. Все, ты был прав. Мы докопались до истины. Не вызывается он там. Всё. Так, Как твоя обжек? Begin play. Пока никак. Они ждут, пока я сейчас сделаю добавление. А после этого будет видно, как они. Такую вот вещь. Ну, из-за того, что оно там стопанулось, оно дальше не инициализировало, и поэтому мы там словили этот самый... Что мы словили, короче. Получается, вспоминали недобрым словом. Да. Не, ну ты можешь пересмотреть там почти в самом начале. Там, может, минут 5-10 надо будет от самого начала чуть пролистать. Ну, там T-файл закрыл этим самым окончательно. Он скинул на documentation, типа анриеловский. И там ёпики как бы написали, что как бы ты вызов можешь сделать, но он произойдет только локально. То есть вызов-то будет, но он только локально будет. Типа, вот такая вот история. Так. Контроллер 0 pointer в этот момент. Ждем гайды минутки каждую неделю по нет. Да. По чуть-чуть будем собирать. Так, ну он контроллер словил помойку, да? Да. Все окей. Я принимаю правила игры. Вообще в изи. Все в изи. Я принимаю правила игры. Это мы вообще в изи делаем. Ну прикольно получилось. Без воды. Тутеры бы хорошо заходили такие. Я что хотел спросить? Ты там на блюпринтах все это делал? Ты же блюпринты отставил. А у тебя, ты
как у тебя работа связана с что ты на блюпринтах пишешь, или это типа чисто по кайфу, или плюсы не воспринимаешь, или просто нас драконишь, ну, типа как? В чем блюпринты? Ну, это не а-ля там потроллить, подрочить и прочее, это просто вот интересно. Так, ну с дубля сотого мы все сделали, хорошо. Быстренько строим башенки. Все, и смотрим. У нас картонки, да. Ну, короче, там брейкпоинт должен сработать. Просто надо подождать. Пиу-пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Ага, брейкпоинт не сработал. Я считаю, это успех. А почему не сработал? Давай по порядочку пойдем. Геймод. Мы обратимся к... Подожди. Game State. Вот, Game State. Find and Distribute. Вот сюда хочу. И мы там по порядку пойдем. Нет, я пишу свободно на плюсах и уважаю их. Просто хорошее решение, чтобы понять, что как работает. Накидать скелет кода и т.д. Ушел, наверное, смотреть, как вы его вначале булили. А, не, нормально все. Вот, человек здесь. Уже... Нет. Ну, типа, да, у них наглядность имеется, да, в наличии, так сказать. Ну, вообще работа как вообще связана с этим самым, или там, сеньор помидор, может. Так. Я ж ничего не делаю. Я-то вызов не делаю. Ой. Ой. А вызов-то я не делаю. Ой, правда, почему оно ничего не работает? Ой. Айтем. Блупринты зло, когда в команде работаешь. Хрен смерджишь. Ну, хз, я вот по блюпринтам. Плюсы чисто код. На текст не всегда понятна логика кода. Правильно ты сказал, нагляднее. Но он нагляднее, ну да, ну то есть ты быстрее можешь показать, что, куда и как. Тут же у тебя могут начаться типа файл 1, файл 2, файл 3 вызывает вот это вот. Там у тебя может быть на этом самом, но все равно как-то, ну это чистая моя история, что этот... Что обсуждали? Магнус, твоя затея с сырыми принтерами оказалась лажей. Мы обсуждали, что Недеракл молодец. Блупринты — это бинарники и паны. Так, все, я запутался, сильно много потоков. С ремипоинтерами, да. Но меня уговорили о том, что так безопаснее, и все, я за безопасность, поэтому я принял условия игры, так сказать, и все. Правда? Теперь все переведешь на Object PTR. В смысле, теперь переведешь, уже все переведено на T-Object Pointer. Так, так сказал, как будто у меня, не знаю, миллион этих указателей. У меня штук там может 30 на весь проект. Типа вне стрима перед... Или после. Не помню. По-моему, сегодня перед. Вот эта память классная. Я их перевел уже, все там есть. Может, где-то что-то пропустил. Работа вообще не связана. Скорее хобби, которое пытаюсь превратить в работу. О, ну у меня такая же история, видишь, как...
Молодец. А почему вы говорили так, будто Ивана булили двое? Я-то по делу вас двоих булил. Не, там говорили это... Да, драк. Блин, вот теперь тебе все объяснять. Это мы про то, что ты в Дискорд заходил, короче, ты видел видос от Ивана Иванова? Видел видос? Если нет, тогда все, контекст утерян. Ну, как объяснять тебе, Чё, как? Вот ты вне контекста, да. Ну, как тебе вот объяснишь? Вот все. Так вот. А как пытаешься превратить в работу? Резюмехи какие-то отправляешь куда-нибудь? Или как? Интересно статистику у других, как это происходит. У меня фейл. У меня пока фейл сразу. Флин не Иван. Ну Флин не окей. Иван. В смысле Флин не Иван? У тебя Иван Иванов. Все. Ну окей. Ну, помнишь, вчера был диалог про нет-мультикасты? Вот я говорю ему о том, что мы в начале стрима по поводу этого. Короче, все, Я Это как понял. просто мейл такой. Блин. Иван. Ну, Иван Иванов, все, ну а что поделаешь? Все. А что, То все. есть реально им Флин. Ай, тихо. Кастомы, бла-бла-бла. Тут проверим. Main PS. Не знает, что это такое. Густаво Фринг. Никнейм Флин. Ну, это у тебя в этом, как его, в Твиче. Вообще-то Флин всё. это имя взял себе Уолтер-младший. Destroy Надо делать игру про наркобизнес. В ДС тоже Флин. Я ее забыл, ее забыл вынести в этот. Паблик. Блин. Андрей, а есть какая-то похожая игра, не помню название. Schedule, или как-то так она называется. Скидули, она еще в этом, в альфе, альфа, бета, гамма, вот это вот, короче, история. Schedule? Да, ну что типа такого. Я не помню, как именно. Резюме. Понял важную вещь. Это надо знать технологии разные и врать в резюме, к сожалению. Блин. Это про Накакабарыгу. Да, про то, что мы осуждаем, да, вот это про этих бизнес делать. Резюме, логи разные. Ну, это вот те самые технологии, да, которыми никто не пользуется в конторе, да, вот эти вот. Тутуру, приветствую. Привет, Кетка. Ну, а врать это, конечно, что-то какая-то шляпа, мне не нравится. Так, а что, опыт был какой-то, ну, в плане отсылания? Что отвечали? Или до этих доходило, до собесов?
Надо именно разные технологии знать. Если я умею плагин для добавления кнопок в редактор писать, меня не возьмут. Ну, тебя к ёпикам возьмут, потому что ты умеешь теперь... короче, будешь главным по кнопкам. Главная кнопка. То, что они бесполезные, знания ради знаний, но и пан и техлид завалит именно техсобесия. А когда ходило дело до тех собесов, вообще до собесов каких-нибудь прочего. А то, что бесполезные, ну, типа того, да, потому что, ну, если ты столкнулся с проблемой, у тебя есть голы, ГПТ и прочее. Редактор кода в редактор. Редактор кода в редактор кода, чтобы они могли редактировать код. Так, дубль 2, да? Если не считать те фейловские дубли. Те фейл дубли не считаем. Мы висим на этом. Я обалдею, если оно сработает. Это будет такой секс, это просто невообразимо. Два раза, особенно если этот секс произойдет. Страшно. Так, фу, это нам не надо, не пугай меня так. Чтоб можно было клацнуть по КПП Ничего не файлу в работает. контент-браузере, а он открылся не выйдя, а в самом УЕ в отдельной вкладке. Мне сейчас не очень прямо удобно все расписывать. Буду дома там, если что, расскажу. Окей, без вопросов. Окей. Так, ну, ничего не работает. Смотрим, на какой стадии ничего не работает. Я не успел, да? Окей. Что за пердюшки-то? Ты как этот самый знаток за это самое, да, интересуешься. Тебе интересно, какой вид кита, да? Или на тоненького, смотри, на тоненького. Оп. 11. Вид, вес, пол кита. Чем кормили? Не килька, а как криль, по-моему, называются вот эти вот креветки, рачки, которыми питаются киты. И ими, короче, кормили их. Не килька, криль, по-моему, да. Килька — это немножко другая история. Рыбка такая. Так. Очень важно теперь. Обращаемся сюда. Нет, обращаемся сюда. Сюда. Делегат не сработал. То есть он его не назначил. Я помню криле из мультика про танцующих пингвинов. Ничего за танцующие пингвины. Там один криль решил покинуть стаю и стать хищником. Ха, что-то знакомое. Есть вероятность, что он вот это вот ничего не сделал. А ну давай я сюда хочу попасть. Подожди. А пингвины танцевали, чтоб люди остановили глобальное потепление или что-то там. Это что-то неважное такое какое-то. Это во-первых.
А это во-вторых. То есть не факт, что он запускает через этот. Вот весело, если делегаты не существуют на сервере вообще. И как они не существуют, если они в этом существуют? Что за бред? Сейчас как нам больно за такие мысли. А пингвины из Мадагаскара просто захватили бы всю ассамблею ООН в заложники и заставили бы людей отключить тепловыделяющие заводы. А вот этот момент мне как, чё? Ау! 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 Без вопросов. Будем страдать фигней. Не хотим по-человечески, будем делать не по-человечески. Ну а помогать мне не надо, типа, да, сам создашь. Ау. Так, и что ему не нравится? Так, его рунмастер Ди ему не нравится, что не знаешь, что это. Объясним, что это. А первую серию Ванпомана обещали 12 числа. А этого месяца. Хотя, блин, судя по второму, как второй сезон шел, там Ван Панчмена не будет. Он там в заставке будет, и в конце где-то лапшу какую-нибудь есть. Вот и все. Да. Мы даже знаете, что можем сделать? Нам не надо вот эта вот часть. В таком случае.
Второй сезон мне больше зашел, но анимация в первом лучше. Он будет сражаться с Орочи, с водой, а еще кататься на авианосце, как на доске для серфинга. Второй сезон больше зашел. Так Ван Панчмана нет. Сорочи с водой, а еще кататься на авианосце. Откуда ты это знаешь? Откуда у тебя информация это? За читерство. Так. Потом вот эти вот все как-то по-человечески Так все я сделать. мангу читал. Мангу читал. Ты спойлерист, получается. Ты нам спойлеры выдаешь, да? То есть, а манга насколько написана, расписана? Куда манга? Только на 3-й сезон, или там уже там сезонов 20 манги написано? То есть можно все узнать. Так, брейкпоинт хочу. Еще сезона на 3, если все по 12 серий будут. Ну, окей. Так я прав по поводу количества Ван Панчмана в сериях или нет? Его почти не будет или они будут? Привет, давно не заходил. Как успехи? Привет, успехи, да помаленьку, очень медленно, но продвигаемся, вот так вот, прям очень медленно. Вот такие вот успехи. Так, ну это понятно, это мы... О, уже ближе к истине, в 10. И в помойку, я твою душу любил. А знаете почему? Кто думает? Фу, кто думает? Ну, тут тоже, кто думает, это самое, как вы думаете, почему? Потому что мы что-то забыли. Сайтамы будет даже меньше, чем во втором сезоне. Ну, все, шляпа, значит. Значит, шляпа. Тацео, Маки и Сайтама будут встречаться. Это кто? Что за Тацумаки? Это не Ута, случайно, которая с зелеными волосами, такая малая. Зеленая Лаля. Да, вот. Каким образом? Каким образом она вроде агрессивная такая, к нему, по крайней мере. Ну, не то, что к нему, она ко всем агрессивная. А это, кстати, правило работает всегда, если вы не знали. Чем На меньше, тем поле агрессивнее. боя. Но не к нему. Меня сбили. Почему у нас там 0 поинтер? А все очень легко и просто. Потому что мы не добавили его сюда. Мы компоненту не добавили нашему повну. Он ее криптонит. Ток это вряд ли во втором сезоне будет. В третьем. Спойлеры пошли. Что значит криптонит? Блин, я пошутил бы, но сейчас такое не любят шутки такие, поэтому... Что значит криптонит для нее? Что это значит? В каком смысле? Во втором сезоне вроде как новый город же будет, и там как раз это должно произойти. Вышники. Или там второй уже выходил? Не. Второй Она сезон не выходил. может его поднять. Она не может его поднять. О, видите, все работает теперь. То есть там тоже работало. Ну ладно, уже тут. Осуждаем за твою невысказанную шутку. О, там осуждаем по-жесткому. Там прям мощно осуждаем. Так. Тут важная очень вещь. Так, это отключаем. И...
Осуждаем. Чё не произошло? То есть ни черта не работает этот самый ивент-бас наш. Вот этот. Вообще пофигу. Ему вообще пофигу. Ему вообще пофигу. То есть он так должен как бы на сервере триггернуть того чувака. И на этом триггернуть того чувачка. Но ему... А я не подписался. Успех! Успех! Вы чувствуете этот успех? Как веет успехом. Бас. Надо его еще подключить. Успех. Успех, 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 успех. Успех, успех, успех. Помогай мне, слышишь ты. Я не хочу сам вводить. Что за приколы? Так а чё, получается, Сайтаму не смогли поднять, и она все уже, малая такая, типа... Все, это он, это мой мужчина, или что? Не, мы просто анбин же делаем, и все. Уже единственный он будет. Вот, все, теперь точно финальная проверка. Сейчас будет точно понятно, оно либо работает, либо не работает. Оно должно 2 раза нас триггернуть. Хионка хлорка из бассейна надышался. В манге нет намеков на их пейлинг. Так, получается, меня обманули, да? То есть они не будут там, эти романтические отношения. Там же я с геносом. Не. Так, оно работает. Оно сработало. Это первый раз сработало. Нам надо, чтобы оно 2-й раз сработало. И 2-й раз сработало. Сейчас 3-й раз сработало, я еще упаду. 3-й раз сработало. Why? That why. Я понял почему. Потому что он каждый раз добавление. Это 2 раза первые сработало. Сейчас 3-й раз у 2-го сработало. И еще раз сработало. Все, 4. Потому что мы 2 руны добавили. Не, подожди, а почему он 4 раза сработал? Потому что вот теперь он на клиенте сработал. Вот достаточно времени прошло. Слушай, ну выполнение 4 раза это что-то как-то слишком. А тут 2 раза сработало. О, давай еще разок. Я за Кинга. Что за Кинга ты? Подожди, а это там вот этот вот Банбан Зэк? Вот это там он был?
Короче, я буду еще долго делать игру, так что думаю сделать шутер. Давай, давай, давай. Кстати, надо на перерыв пойти. Он именно, поняли, 4 раза сработал у сервера, а у клиента нафиг вообще работать. Либо он 4 раза сработал у этого. Пока завтра приду. Давай, давай. Да, все нормально. Emotional damage. Гома-гома зэк. Но это там был, да? Я не знаю, это осуждать или не осуждать. Так. Вопрос теперь, почему он его 2 раза шлепает? Ну, точнее, 4 раза он уже шлепает. Или нет? Подожди, давай еще раз заново запускай. Не знаю, в инглише его зовут Пури-Пури Призана. Ну, короче, это в этом, да, One Punch Man. Он обнимашки делал, и все сразу падали. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. С того момента поподробнее. Ну, я типа понимаю, почему он вызывает его несколько раз, потому что у нас Эдрун вызывается, вот. А в свою очередь Эдрун здесь триггерит на каждое добавление рун. Вот этот он апдейт рунис. А нам надо его триггерить, потому что мы его можем вызвать один раз где-то там. То есть мы не можем его только сюда перенести. Тогда, если мы где-то одну добавлять будем, у нас этот... Отойду на минут 10. Либо перегрузить сам метод, давай, который примет сюда именно массив и триггернет один раз, короче, его. То есть он проделает вот эту всю пачку. Ну, короче, сделает то же самое. Триггернет один раз. Но это не мешает, не меняет того факта, что он вызывает его несколько раз. 6 в начале, потом 4. 4. Его вызвал и клиент еще.
Это сейчас он клиент, ну, у сервера, типа, как срабатывает. То есть нам надо тот метод, который есть, его сделать на этом. Сделать его сервер. Сделать его сервер. Непонятно, почему тот вызов его и произошел и там тоже. Ну да ладно. Runes, ufunction. Я неправильно implementation написал, что ли? Или как? Так, а где у меня здесь есть где-то кто-то? С implementation никого. Так, ладно, сейчас посмотрим, что он от меня хочет. Так, вот здесь. Что хочешь? Object pointer он принял. Я душу любил. Так, ну допустим. Ну это раздуплится. Но он сейчас там потеряет его. Причем, я так правильно, если понимаю, что если мы сделаем вот такую вот вещь, по идее, мы должен полегчать. Но он копию все равно не создаст. Нет, копию не создаст. Нужно вот здесь менять его. Конст ссылку оставим. В мейнпавне вернем const и ссылочка. Хотя он там что-то ругается. Да, но теперь он передает не тот данных. Не, он этот, ему нормально. Ну, нормально, значит, нормально. Ему нормально, значит, нам нормально. Правильно? Правильно.
Так, все, смотрим и на перерыв идем. Смотрим и на перерыв. From home. Оу. И это хорошо. Старый, ну чё ты? Блядь, а? Что такое случилось с тобой, Ю? Да-да-да-да-да. Да-да. Два раза все правильно. Раз, два, три, четыре. Это все правильно. Меня смущает единственное, что... Что меня единственное смущает? Меня смущает то, что у него идет этот... как его... Оно все вместе идет. Хотя там немножко должно быть немножко по-разному, но... То есть это был раз, это два. Третий залетает, четвертый залетает. Все в теории, все верно в теории. Но не на практике. Но не на практике. Scrollbox, кстати, не почистил этих. То есть он Clear Children делает. Remove from parent. А, так подожди, он их remove child add он делает. То есть не совсем этот самый child add. Volatility.
Человек быстро финишит. Быстро. Даже надеюсь, я брейкпоинт это убрал. Нет, я ничего не убрал. Ну ладно. То есть он должен очистить эти, как их, вот эти штуки, а он ему плевать на них. Ха-ха-ха. Эва, ну чё, Михалыч? У клиента сработало, а у сервера нет. Оу. Оу. Очень интересно, это очень интересно. Давайте этим займемся после перерыва, как вам? 5-10, максимум 15 минут продолжим, окей? Безобразничать. Гни под RPC клиента и все, что это значит. Это про то, что оно не там, ну, типа, на сервере не сработало, на этом сработало, или что это? Это к этому поводу? В общем, ничего не понял. Так, у нас эта штука не работает. У этого... Почему? Почему? А function, void foo, client, reliable. А он у меня на сервере именно не сделал. Он у клиента сделал, он на сервере этого не сделал. Где? Тут как раз таки вот эта вот вся история, что... Сервер имеет две копии одного и того же. РПК — это про сторону, на какой части игрока будет выполнена функция. Ну, я понимаю, что, типа, сервер и игрок, то есть это тот, кто хост, он одновременно и тот, и Сервер тот. Это и сервер, и клиент в одном лице. Да, то есть это я понимаю, но тут... думаете, короче, как вы... Это самое, короче... Выпендриться. Вместо просто вызова сделать именно сам метод, который будет клиент. Ну, как вариант. То есть у нас-то тут через делегат вот это вот делается. А делегат, он так не хочет работать. Так-то не работает. Соответственно, нам надо просто... Update run widgets. Что такое?
А Как чё вот же нет, он. если не сработает, то поищем другой вариант. Не, это Это опыт. без вопросов. Это я сейчас Правильно? сделаю, да. Ёпта, релиабли. Так вот же у меня метод есть. Это ж тот же метод, который я вызываю на вот этом replicated using. Implementation. Да-да-да, сейчас. Это да. И мы... Безопасный вызов. Что безопасный вызов? Ты знаешь, для чего эта прослойка в виде implementation? Ну, он ее, это самое, он ее там как-то интерпретирует, что-то создает. Вот все, что я знаю. Ну, это нам не помогло никак. Это нам помогло ровным счетом никак. Мне кажется, дело все проще. Дело в том, что вот эти event-басы, почему это не работает? Это, скорее всего, из-за него все. Я-то там делаю через этот event-бас, сабсистема, на сервере ее, походу, вообще не существует. Вот у меня такие предположения есть. Game Instance, вот этот, у нас-то Game Instance из Subsystem. Ее, скорее всего, просто там, ну, ее просто нету. Вот такие вот у меня предположения. Или она есть, и она вообще одна. Хотя, подожди, нет, Game Instance, как может быть Game Instance Subsystem одна? Она, ну, Game Instance у каждого свой. И... Ага. И... Не совсем. Делегаты работают на серваке. Может, в твоем случае нет. Но ты через делегат можешь вызвать client foo. Но я тут у виджета вызываю, понимаешь? Виджет в любом случае вызывает... Виджет подписывается на этот делегат, и виджет слушает этот делегат. Тут в том-то и проблема, что у тебя вот этот listen... Ну, мы уже на клиент его отправили. Это ж виджет занимается очищением своих... Тогда этих. soul set. Вот. Этот звук китовьёк пердежа надо в команды добавить. Зачем? Зачем на тебя в командах?
Мне не нравится на старте она. Волны. Мне придется цепочку делать. Но если цепочку делать, тогда что? Тогда логика другая должна быть. Ты с сервака юзаешь делегат, который вызывает метод прослойку для изменения OU. Эта прослойка должна дергать делегат OU. Да не, тут просто я почему увел... Ну, типа, то, что другая должна быть, да, но я надеялся, что с ивентбасом этим получится. Но, видишь, не получилось. Дело в том, что я добавлял ивентбас, чтобы избежать цепочки того, что нам надо виджет, чтобы привязался к компоненте, то есть событию компоненты. То есть у нас вот этот вот делегат, он апдейт Runes, он как бы останется, потому что это его делегат, который... Ну, точнее, это не его сейчас делегат, а он здесь будет делегат в нем. А виджет сам подписывается на это событие. То есть виджет ждет, пока в компоненте чуть произойдут изменения, и то есть надо будет дернуть его. Но цепочка просто там очень большая, получается. Нам надо обратиться к овнеру этого компонента, то есть к павнам получить павн, контроллер получает наш mainhood, а mainhood получает этот виджет. Просто огромнейшая цепочка. Мне она не нравится. Я понимаю, что один раз и можно вообще все по порядочку там сделать, но это кучу методов, которые друг дружку вызывают. Это мне не нравится. И вот тогда оно все будет работать, но... Событие происходит на сервере, а делегаты не реплицируются. То есть сервер на клиент, а клиент делегат OU. Да. Но видишь, мы сейчас сделали клиент, это все не сработало. Вот этот. То есть он-то триггернул делегат этого, и все пошло по одному месту. А причем здесь реплицируется или не реплицируется? Тут же вопрос, как этот триггернет через replicated using для клиента, а тот с этого должен был триггернуться, но он не триггернулся, короче. Я же говорю, мне кажется, тут ошибка в самом ивентбасе. Что он просто-напросто его не вызывает, или его не существует, или еще что-нибудь. А ну, давай поспрашиваем у ГПТ по поводу вот этих вот сабсистем, как они вообще в этом существуют. В контексте сервера клиента. Знать. Отлично. Наоборот, тут легко запутаться, потому что Game Instance Subsystem выглядит глобальным. Но на самом деле его... Так что у тебя два копии делегатов. Они не взаимосвязаны. Ты без связи просишь делегата 1 дернуть делегат 2. А делега 1 говорит, я дернул, то не знаю что. Да причем здесь это делегат 1 не связан, делегат 2. Они-то, как сказать... Я, кажется, понял, в чем-то прикол. Подожди, сейчас давай узнаем вначале этот. Там дело в том, что мы что на сервере вызываем, он всегда обращается к одному делегату. Поэтому эта фигня не будет работать. А мне это надо, чтобы они разными были. А так как это сейчас все на сервере, хотя потом мы... Делегат дергает только в своей области видимости. Вау. Дошло? Но дело в том, что мы когда вот этот клиент сделали, он теперь у клиента дергается. Понимаешь? Но это тоже не помогло. Так, поведение зависит от того, где он живет в клиенте, сервере или листинг сервере. Как работает? Game Instance Subsystem — это подсистема, которая прикреплена к Game Instance. Game Instance существует для каждой запущенной копии игры. Одна на процесс. Соответственно, и Game Instance Subsystem живет только в каждом процессе.
В клиенте есть своя копия. В выделенном сервере есть копия, своя копия. Listen сервер и процесс, и сервер, и клиент будет две логики одновременно. Клиентская часть и серверная часть, но одна game instance subsystem, так как game instance там общий. Ну, отлично. Репликация данных. Game instance subsystem не реплицируется автоматически. Это локальный сервис для конкретного процесса. Если тебе нужно, чтобы клиент видел данные подсистемы сервера, то данные нужно сериализовать вручную через RPC. Сценарий. Выделенный сервер. Dedicated. Подсистема работает только на сервере. Ну, это понятно. У клиента своя подсистема обычно для локальной логики и настройки менеджера. Но вот она для клиента работает, она для сервера не работает. Не, можно на это мультикаст сделать. И все. А ну, чисто. А ну, хочу эксперимент. Все, хочу эксперимент. Вообще странная дикая дичь должна произойти. Дикая дичь. Локально конкретно процесс сама. Глобально на сессию, что-то бла-бла-бла. Что, непонятно? А ну давай смотрим, что сейчас происходит тут. Ничего не происходит. Ладно, понял. Понял, что я ничего не понял. Тебя здесь сеть не требуется. Это всегда локально к конкретному процессу. Не реплицирует, не делится состояние между клиентом и сервером. Если сервер равно в контексте сервера, доступная к локальному игроку. Ну, короче, надо отказаться просто от этого и не морочить себе голову. Вот и все. Хотя, с другой стороны, его можно использовать как связать изначально. То есть сейчас у нас нам надо вот этот путь делать, а мы можем сделать так, чтобы не надо было путь делать. Создать делегат, который вернет делегат. Представляете? Делегат, который вернет делегат, который возьмет и подпишется. То есть у нас есть в Ивенбасе, ну, чтобы не подключать зря этот самый компонент к виджету, у нас есть делегат в Ивенбасе, мы его вызываем в виджете, а этот делегат как раз-таки принимает другой делегат. А когда он... ну, или возвращаемое сразу значение сделать. Можно возвращаемое значение сделать. Он, короче, делегат возвращает либо по ссылке просто, типа, как в методе, либо просто, как обычно, возвращаемое значение. И мы подписываемся на него. Через делегат получаем другой делегат и подписываемся на него. А тогда у нас цепочки теряет. Ну, нам она не нужна, эта цепочка. Вот. И получится то, что получится. Но мне кажется, это тоже порнография какая-то. Тогда уже лучше просто возвращать именно этот указатель на актор-компоненту. И виджет будет знать об актор-компоненте. Это же некрасивая история. Релиабли.
Молодец. А какие еще варианты есть? Больше вариантов нет. Ну, кроме пути вот этого, то есть то, что мы обращаемся к владельцу, это mainpawn. Хотя мы можем не обращаться к владельцу mainpawn, мы можем сразу из mainpawn достать из этой компоненты то, что нам надо. То есть какой-нибудь делегат. И сразу его засунуть уже дальше в контроллер, inhood, виджет. А ну, давайте эксперимент. Хочу эксперимент в плане этого. То есть вот это мы нафиг переделываем. Переделываем. Разобрался, а то я отходил. Да, я разобрался, что не подойдет сюда такая история. Надо просто напрямую их связать, два делегата. Именно компонента, чтобы связалась с локально, короче. Они взяли, связались, и все, и не морочить себе голову. Короче, чтобы виджет привязался к компоненте, от которого он знает, и тогда не будет никаких проблем. Но меня цепочка не устраивает. Они сильно далеко друг от друга. И я тут такую вещь придумал с делегатом. Тоже через MNBus, но таким делегатом просто. Просто закачаешься. С учетом того, что виджет существует локально только, то виджет обратится к этому делегату, вызовет его. А тот делегат вернет другой делегат. А другой и не будет, хотя может и умнее эпиков. А другой не будет. По поводу чего? Вариант, что типа вот эту цепочку, что, мол, надо обратиться к павну контроллеру, контроллер к мейнхуду и мейнхуд к виджету нужному. Типа то, что ты про вот это? Ну, я уже придумал, но она какая-то сильно извращенная цепочка. Не цепочка, а вариант. Вот. Извращенный какой-то вариант получается. Делегат, который вернет делегат, на который мы подпишемся. И тогда получится так, что... Зачем все так сложно? И тогда получится, что нам не надо создавать кучу методов. И самое интересное, что у нас виджет не будет знать о компоненте, а компоненты не будут знать о виджете. О как. И не будет всей вот этой цепочки огромной. Плюс там либо ты вот это вот у тебя все в одном файле, условно, компонента знает об этой всей цепочке, либо чтобы вся цепочка не знала о всей цепочке. Передай через GameState. Так GameState, а виджет тоже ничего не знает. Что значит передай через GameState? Или ты имеешь в виду, чтобы виджет потом обратился к GameState? Ну, тогда виджет должен знать, что такое GameState. У него ж нету этого. А как он получает GameState? Через GetWorld? Значит, зачем? Вот так, типа. Что значит зачем? Ну, он должен будет знать о GameState, и ему же надо подвязаться на этот делегат. Что здесь зачем? GameState — это класс, который реплицируется на клиент и сервер. Подожди, мне клиент и сервер плевать. Мне надо, чтобы виджет подвязался к компоненте, к триггеру компонента. Что триггерится, что-то там происходит, и виджет делает реакцию на это. То есть, точнее, ну, он показывает как бы визуально эту реакцию. И вот единственный вариант, который я нашел, чтобы не делать кучу методов, ни подключений кучу не делать,
Это вот этот вот. То есть у нас есть... это будет вот так вот выглядеть. Подожди, что-то это слепнуть начинаю. Твой делегат дергает клиент foo в GameState, а JS дергает делегат бас, на который подписан OU. Почему это будет работать? Почему сейчас это не работает, а при этом случае будет работать? Но это все равно прослойка у тебя идет, так как GameState дергает. Это, кстати, может быть и попроще будет. Подожди, это GameState, он один, нет? Или как? Без прослойки никак. GameState, ну в данном случае, кстати, я наоборот избавлюсь от кучи прослоек, если я с GameState, вот как ты говоришь. Ну, потому что у меня GameState триггерит, точнее не GameState, там триггерит, там PS триггерит. Или GS, или PS. Нет, GS триггерит, то есть я вот тут смогу стриггерить его. Дело в том, что, чтобы добраться до этого... ну, через EventBus можно добраться через... это у каждого игрок должен на каждый свой подписаться. Не-не-не, это так не будет работать. Не-не-не. JS реплицируемая вёж. Она есть на сервере и синхронизируется с клиентом. Да мне репликация тут не нужна. Мне не понадобится тут репликация ни в каком виде. Зачем мне здесь репликация? Мне она здесь не нужна. В контексте виджета и компоненты. Зачем мне репликация? Зачем? Ты можешь прослойку сделать где угодно. Можешь через PS или PC. Короче, да, я порнографией пострадаю. Я хочу попробовать с этим сделать. Посмотреть, как это будет вообще работать. Смотри, что у нас есть. У нас есть вот этот делегат. Делегат, он у каждого свой. И там, и там, и там, и там, и там, везде он свой. И что он будет делать? Он будет... возвращать вот это. А так можно будет T-делегейт? А ну, делегейт. T-делегейт. Пожалуйста, раздуплись. Скажи, что так можно. Нет, тут что-то лишнее тогда. Принимает по ссылке. Сам делегат. Все верно. Вот так вот. Должно быть. Давай ужас. еще раз. Делегаты не реплицируются. Они не На нужны. сервере запустит подписчиков только на сервере. Клиенты об этом знать не будут. Тебе через РПК надо передать данные о том, что делегат был дернут. То есть прослойка. Ты не понял, как тут все устроено у меня. У меня залетели мои руны. Они добавились. Они уже в компонентах у игроков. В момент добавления вот этого, то, как они добавились, срабатывает триггер о том, что они добавились. А у клиента висит вот этот Rep Notify, или как он там называется. Вот эта штука. Там тоже срабатывает этот триггер. Виджету нужно просто локально подписаться к вот этому делегату. И получится, что у тебя один игрок подписан на этот виджет, и второй игрок подписан на этот, на этот делегат. Зачем мне здесь его реплицировать? Если мне нужно всего лишь сообщить виджету о том, что поменялись данные. Данные уже вот они меняются, вот данные поменялись, вот здесь вот поменялись данные. И у нас запускается вот этот вот метод update run widget, вот. Update run widget, где он этот? Вот. Если у тебя onRep Notify на эти руны есть,
то дерни делегат в Notify. Так он уже там, вот, он уже там. Я же тебе еще раз объясню. Вот, но он не работает у сервера. Оно все работает, кроме того, что у клиента он все правит, а у сервера он ничего не правит. Вот он вызывает его, вот. Вот он сам метод update run widget, и вот он в replicated using. Зачем мне для делегата, который нужен для виджета, зачем мне ему вообще репликация? Зачем мне для виджета репликация? Он не хочет так делать, как я захотел. Ему он так не воспринимает, видите ли. А если вот так? А если вот так? А вот так воспринимает. Это уровень, это уровень галактики, это уровень понимания супербытия, это прям жесть. Но тут есть нюанс. Мы не знаем, когда у нас виджет инициализирован или еще нет. Но мы же можем на execute точнее if bound проверить, если не подписан еще никто, то кинуть его на следующий тик условно. У компонента. И сделать это, если has authority в обратку. У нас-то есть begin play у этой компонента, да? Мы вот тут проверяем, что там, где он выполняет его. Если он локально, то мы его садим на бесконечный цикл, пока кто-то не подпишется на вот этот делегат. Как только кто-то подписался, он его выполняет, дальше он не продолжает. И передает свой делегат. От виджет, он принимает делегат единожды, и все, как бы больше вызовов нигде не существует. Какая грязь, это просто жесть. Вот. No, God! Да. No, God, please, no! No! Да, ребята, да, это вообще огонь. Это вообще огонь. Делегат, который вызывает делегат, который передает делегат, который через это вообще... Вы представляете, насколько это уровень? Это прям, да не это прям Brother, Не а what's that? А где этот What's плюсовый that, brother? бас? Сейчас мы посмотрим, работает ли. Если работает, я жду этого. Оваций. Дивен бас. А если нет, то ждем failed. Вот тот. Mission failed. Там есть как там failed или как. Блин, это такая грязь, это прям фу. Но мне нравится. Так, on update runes. Это будет такой трэш, если работает. Это будет, просто. Ты понимаешь, насколько это обалденно с той точки зрения, что ты не... они никак друг о друге вообще ничего не знают. И они подписываются, и оно работает. Это вообще обалденно. Короче, надо посмотреть, работает или не работает. Так, иди сюда. Нет, не ты. Ты меня интересуешь? Интересно посмотреть. А вам не интересно, да, посмотреть, работает оно или не работает? Руинс. Ну ты любитель тут фильмов 18. Не мы. Понятное дело. Интересно будет, если будет обсер.
Так, а что там, это неинтересно, это ж это как обычно называется. Bound. Is bound. Ой, подожди. Подожди, причем здесь это... Та-та-та-та-та-та-та. Ему надо из этого доставать этот. Иван Бас, он update runs delegate. Кому нужны истории успеха, сейчас фейлы в моде. Не понимаю, почему не сделать по-человечески? Ну, потому что я хочу посмотреть, как так будет работать или не будет работать. Что значит по-человечески, вот? Что значит по-человечески? Как принято. Ты чё, сука, выделяешься, да? Ты чё это самое? Ты чё это самое? А ну, в строй. Ты из этой оперы или как? Или чё? Не, я бы понял, если бы, знаешь, там, ну, я сидел бы на работе, да, там, там дедлайны горят, все дела. Я такой, а дай-ка я вот там что-нибудь помудрю. И такой, да ладно, потестить, да, но как бы извольте. Вы еще сейчас не видели, что тут будет происходить. Блин, его надо в мета засунуть тогда. Потому что мне надо, чтобы он это самое туда-сюда ходил. Ладно, быстренько сделаем. Будет. Только из этого, да, у компонент нет этой фигни. Окей, без вопросов. Да не в тесте дело. Просто если заработает, то так и оставишь. Но если взять игру как готовый продукт, то такой legacy код будет ой как сложно поддерживать. А еще и документации нет. О, вот этим мне это очень сильно нравится, то, что оно о. Но ты понимаешь, в чем прикол? Нечитаемая история. 4 фан это в релиз не уйдет, не с цеи. У компонентов есть has authority. Разве есть has Но authority? оно привязано к авнеру. Через овнера, если не. Там мне пофигу, в принципе, это такое дело. Мы сейчас хотим посмотреть, а нам пофигу на это самое, поэтому... Get Una, has authority. А я понял, не буду ехать. Ладно, на тебе. Говори. Аут.
А, ну да, в принципе. Все, я думал, может, через лямбду, а смысл через лямбду делать? Смысл делать через лямбду, если можно не через лямбду, через сколько? А, там, подожди, мне тайм, это не надо нафиг. Set timer for next tick. For next tick. Или не так он пишется, ну-ка. Next tick, вот так. Что там дальше он хочет? Тара-та-та-та-та-та. А ничего он дальше не хочет, все. Ну, только этот и этот передать. Все. Это он вызовет, короче, этого самого. А этот нам надо сделать вот так. Теперь самое интересное это виджет. Самое интересное это виджет. Вот этот вот скопировать. Рекурсия. Родненькая. Тут не рекурсия, это не рекурсия, здрасте. Ну, он-то сам себя вызывает, но он-то вызывает себя уже не там. То есть он не будет этот захламлять. Так что и да, и нет. И да, и нет. Сейчас. Как мы должны это все сделать? Мы должны runesdelegate.bind you А что object. это? Ну, она-то вызывает сама себя, но она-то вызывает себя сама на следующий тик. То есть это как бы вроде и оно, но вроде и не оно. Ну, типа такого. А что не так с рекурсией? Вот с рекурсией ничего не так. Это то, что она стек засоряет. Вот. А тут стек у тебя не будет засоряться. Поэтому в чем проблема? Что-то так это рекурсия. Так, bind you. Инвалидная коляска. Сейчас методы. Как я люблю методы создавать. Бесконечные методы. Так, где у нас тут внутрянка? Я лично не вижу проблем в рекурсиях. Их делаешь тогда, когда надо. И понимаешь, зачем. Подожди, я же должен делегейт сделать. Что это я? Я же должен вот это скопировать не с теми скобочками, подожди. Не забудь статик сделать инлайн, или в СПП обнулить. А у меня в CPP он сделано все. Так. Вот так вот мы делаем. Опля. Потом вот эта вот часть. Опля. Опля. Подожди, опля. Делегейт. Опля, опля, опля. Не, там КД, блин. Там КД. Блин, я вообще тащусь, если это действительно сейчас будет работать. Это вообще... Это, это оно, да. Анбин, правда, ты не сделаешь больше никогда. Но, да. Ну ладно. Для
тестов это не обязательная история. Так, еще раз, а то сейчас не работает, и я потом разбирайся. Не работает, потому что она не работает, или потому что мы что-то не доделали. У нас компонента, значит, все это будет висеть. Update widget implementation. Он здесь вызывает свою. Ага. В самом этом мы на вот этот делегат мы подписались и сделали апдейт его. Все есть вроде как. Вроде как. Если это заработает. Это что-то какой-то следующий уровень познания. Как-то что-то перебор даже. Вот самое интересное, вот знаете, что самое интересное? Вот я сейчас это делаю. Вот я сейчас делаю. Вы такие, фу, типа шляпа, херня полная. Условно завтра параллельно, не в смысле после меня, а параллельно там чувак какой-нибудь именитый программист такой, типа, ёпт, так офигенно. Это расфорсилось, там тиктаки, ютубы, условно там какие-нибудь форумы и прочие, все начали пользовать, и вы такие, да мы всегда знали, что это так офигенно. Ой, да, мы всегда знали, это ж мы так всегда пользовались этим. Так. А что ты сделал? Да я ничего не сделал Я бы пока. так не делал. Да. Верю, вот тут верю. Тут верю. А я не знаю, что я хочу. Я больше хочу, чтобы оно сработало или не сработало. Я даже не знаю, что я больше хочу. Потому что, ну, я понимаю, что это шляпа, конечно, но... Не работает. Не работает. Так, а теперь давай разбираться. Оно не работает, потому что я что-то забыл, что-то не то сделал, или потому что... Вот он и фейл. Все. Так вот, да. Так. Он не работает, потому что он не работает, или потому что вот это вот не произошло. Он мог не подписаться у этого. Он 2 раза должен подписаться. Это фиаско, братан. Он у сервера не подписывается. Стоять. Никакой не фиаско. Он у сервака не подписал. Никакое не фиаско. Он у сервера не подписался. Сколько дом больно. Он серваку не подписал эту фигню. А, не подписал. Подожди, он 2 раза это сделал. Но он почему-то не у этого сделал. Смотри. Он загружается. А вот сервак уже все готов. А только потом у этого он пошел дела делать. Причем раз это сделал. И 2 это сделал. Подожди, ауф. Сейчас, если виджеты там отрисовываются, то... Да, этот готов. Он у сервака даже не подписался. То есть он bin-delegate вот этот не сделал у сервера именно. То есть... Потому что я наоборот сделал. У тебя там setBin сделан только на клиенте. Да. Вот, has authority, вот он стоит. Я же только на клиенте сделал его. Короче, мы вот так вот делаем. Смотрим, дубль 2. Дубль 2. Подожди, еще не failed. Еще есть надежда. Еще есть надежда. Так. Надежда. Ну давай. Ну давай, сработай. Вот сейчас я хочу, чтобы оно сработало. Там все, там не сработало, а здесь сработает. Сейчас смотри, я верю в это. Давай. Оно работает. It's alive. It's alive. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль моей жизни. Моя жизнь поломана навсегда. It's alive. Он работает. И у нас виджет ничего не знает о компоненте, компонента ничего не знает о виджете. И они нормально все передают. И нет огромной цепочки.
Что, минус глаз. Все. Прикольно. Оно живое. Кажись, легче было сделать по-другому. Да как куда еще легче? Сократить твою цепочку. Так а куда легче тебе сделать еще по-другому? У тебя, ну, тут у тебя в любом случае, смотри, цепочка такова, что тебе нужно компоненте, ну, на изменение параметров в компоненте, тебе нужно, чтобы виджет изменил их у себя, то есть триггернул его. То есть тебе нужно их как-то связать. И вот тут есть в любом случае какая-то прослойка. Но на каждой... Помираю, что ли? На каждой этой прослойке тебе надо что-то кому-то что-то подключать, и что-то должно о ком-то знать. То есть самая длинная цепочка здесь это... Ну, хотя там можно еще длиннее себе сделать, но это то, что компонент должен получить овнера, он получает, ну, какого-то мейнпавна, мейнпавн, в свою очередь, получает контроллер, контроллер получает виджет, виджет получает, ну, mainhood, контроллер получает mainhood, а mainhood уже получает этот виджет. Эктокомпонент реплицируется. Там сделать функцию endRound. Get una, has authority, call delegate. Ну, хорошо, там вызывается этот самый. А причем здесь endRound, call delegate и прочее? Здесь срабатывает наконец, потому что он передает руны. Ему надо на руны триггернуться. Понимаешь, в чем прикол? Изменить виджет нужно. Вот то, что там полосочки убрались, вот эти вот. А, он дальше играет, кстати. Вот эти вот штуки убрались, которые внизу. Это он новые туда должен добавить. Мы еще не написали их. Этот виджет, он отображает то, что нам дали руны. Вот. Нам после того, что закончился этот, ты мне сейчас, ну, короче, не про то ты мне. Я про то, что надо компоненту связать с виджетом как-то, чтобы у нас изменения были в компоненте, и нас виджет триггернул. Ну, точнее, не триггернул, а изменил свои данные. То есть, допустим, тут не 3 стало, а 2, там не 1, а 0. Ну, 0 это не про то немножко, но... Ну да, если мы юзнули ее именно руну, то 0 стало. Вот. Глаз дергается. Прикольно. Все, будем как пираты стримить. В общем, такая вот фигня. Это забей. Что с глазом, блин. Полглаза не видит. Прикольно. Прикольно. Да, делегат мы сделали. Да не, это фигня какая-то. То, что я написал, логика такова. Актор компонентно выполняет функцию remove widget, если роль клиент. Роль клиента знает о виджете. И в методе remove widget дергать твой делегат, на который подписан OU. Тут не remove widget. Ему не remove widget. Он там remove widget, потому что чтобы визуально мне надо было. Для этого ему надо вообще принять. Он принимает в себя данные руны и меняет их там, сколько ему надо. Уже тутор делается по твоей технологии, кто первый, того успех. Да? Уже тутор делается? Все окей. Ребят, я, наверное, заканчиваю. У меня полглаза. Устал, походу. Надо от компа отойти. Отдохнуть. В общем, тебе надо связать все, но если ты связываешь все, тебе надо все это подключать, тебе надо, чтобы что-то о чем-то знало, то есть либо компонент о виджете, либо виджет о компоненте знал, и вот это вот все. Успех в глаза давит. Да, я не знаю, что за хрень. Ну, такое ощущение, что вот есть картинка у глаза, да, вот картинка, разделить ее пополам, и вторая часть, она какая-то размытая, что ли. Я не знаю. Советы по выздоровлению выполняйте. Оплатите на кассе.
фиг его знает, все, пират. Завтра с повязкой. Ой, завтра у нас суббота. Понедельник с повязкой. Пиратской. Вот. Ну, короче. Короче, блин, прикольно. Это прикольно, а? Делегат, который передает делегат. Это прямо это уровень. Это супер технология. Но вы никому не рассказывайте про Второе нее. полушарие отказывается принимать новую технологию. Да-да-да. Где? Блад, в моей логике кто-то о ком-то должен знать. Твой ивент-бас для этого и сделан вроде, чтобы никто ни о ком не знал. Ну да. Нет, вот у тебя есть, ты мне начинаешь то, что кто там, вот у тебя есть компонента, которая отвечает за руны, за то, как их добавляют, за то, как их отнимают, за то, как их в ней происходят изменения. И вот на вот эти вот изменения виджет должен сделать какое-то отображение. То есть, если у тебя какая-то руна +1 получилась, виджет должен знать, что вот ему надо вот счетчик там увеличить на +1. Если у тебя какая-то удалилась, ему надо ее удалить оттуда. То есть компонента должна триггерить виджет как-то. То есть у компоненты есть свой делегат. Вот, ну или метод какой-то запускается, который делегат запускает. Но я вначале хотел через вот этот event-bus, который запускает метод, но оно не работает. Что значит нет? Что значит нет? У тебя действие происходит в компоненте, и виджет должен отобразить это все. Компонент триггерит твой ивент-бас. Да. Ну, это реакция на действие. В любом случае, неважно то, как она будет, через какие цепочки, через какие. Я тебе голую вот говорю, вот в компоненте происходит действие, а виджет должен среагировать на него. И вот есть несколько вариантов. Но у нас это не сработало. Перед этим я делал эту всю фигню, она не работала. Она у чувака, который листинг сервер, она не сработала. Она у клиента сработала, а у этого не сработала. Нужен гайд минутка, внутривенно. На новую технологию тебе гайд. Unicorn Technology. Короче, сворачиваемся. В следующий раз продолжим вот эту вот всю историю. Но мне не нравится, допустим, вот это вот делегат, который для делегата через делегат в ивенбасе. Это что-то, это дикая вещь. Мне нравится то, что он ничего не подключается, вообще никто ничего ни о чем не знает, и мы подписываемся именно на делегат и прочее, и оно еще и работает. Вот это мне нравится. А вот все остальное мне не нравится. То, что он работает, мне нравится. Все остальное мне не нравится в нем. Хотя, подожди, то, что не надо ничего подключать. Но в том варианте тоже ничего не надо было подключать. Но оно не работает. Все бы хорошо, но оно не работает. Ладно, все, давайте. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто слушал. На Discord. И не только, ссылка в описании. И всем пока. Всем пока, я домой.